Ваша цель на ближайшее будущее, какая она? Откорректировать свою судьбу, свою родовую программу, получить результат, заглянуть в голубые глаза судьбе и получить и развить успех до такой степени, чтобы ваш финансовый канал был умножен как минимум в, ну давайте скажем, в 3 раза, а лучше и в 10 раз. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро, мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, о чем вам важно знать сегодня, прямо сейчас, что хотят вам сообщить, передать высшие силы и какие перемены в вашей судьбе вас ждут совсем скоро. Настройтесь на себя, на свою ситуацию и постарайтесь, чтобы в ближайшие минут 30, может быть и 40 вас никто не беспокоил, не отвлекал. Давайте посмотрим, как видят вас карты Таро, здесь и сейчас, вот на этом раскладе, сегодня. Ну, смотрите, вас видят карты Таро как человека, который ведет какую-то свою игру в отношениях. Рыцарь кубков – это человек, который что-то скрывает, и вот у вас в отношениях есть какой-то свой скрытый ход или какая-то своя скрытая стратегия в отношениях. И знаете, как этот ход или эта стратегия может сразить наповал какого-нибудь короля или королеву, то есть ваш партнер не знает о том, какой ход вы придумали, или что вы задумали в ближайшем будущем, по отношению к своему партнеру, давайте так скажем. Есть у вас какой-то скрытый ход, тайный ход, давайте так скажем, который вы еще не открывали своему партнеру. И, возможно, у вас есть козыри в рукаве, как говорится, вот так вот. Судя по этой карте, давайте дальше посмотрим. Еще вы, может быть, еще не понимаете, к чему ведет ваши отношения и ваша игра в отношениях. Дальше, здесь есть Паж Пентаклей. Паж Пентаклей и Рыцарь Кубков. Такое ощущение, что у вас есть некая разница в точках зрения в отношениях. Есть разница в чувствах, есть разница в уровнях отношений. Например, вы в отношениях занимаете какую-то одну позицию, а ваш партнер занимает позицию более инфантильную. Либо наоборот, вы чувствуете, если это вы, то вы чувствуете, что ваш партнер играет какую-то свою игру, что ли, вот так вот, Смотрите, вроде бы как и не на отношения собирались гадать, но пока что идет о паре, которая вроде бы как играет в отношениях каждый свою игру. Но вот почему-то так. Причем один делает вид, что вообще не играет, а второй, может быть, и не делает вид, но понятно, что играет. Вот так. Окей, давайте дальше смотреть, что тут есть. Что тут еще есть. У меня такое еще ощущение, что вы в предчувствии чего-то. Все-таки Рыцарь Кубков и Паж Пентаклей – это предчувствие чего-то нового. Вы ждете, что вам что-то придет. Вот такое ощущение. И здесь центральная карта «Сила» или «Страсть». Но, тем не менее, в ваших отношениях присутствует страсть. И я здесь вижу все-таки больше страстного мужчину. Но такая же страстная женщина здесь тоже может быть. Как минимум компромисс страстей в отношениях у вас некий есть, или может быть, или может наблюдаться, Хорошо. Центральная карта у вас сила, страсть и
Знаете как, может быть, вы пытаетесь... У меня такой, знаете, здесь поток сейчас идет, что вы пытаетесь с кем-то примириться или найти компромисс, поскольку ссориться вы уже не хотите. Вы хотите дать шанс себе, своему партнеру, это шанс на какую-то, знаете, выравнивание отношений. Почему-то у меня так идет. На выравнивание их. Может быть, вы ищете в себе, как просто человек, то качество, которое может вам помочь найти себе вторую половину или сблизиться с мужчиной или с женщиной для налаживания отношений, да, или для перевода этих отношений на другой уровень. Вот такое тоже идет. Давайте еще посмотрим. 4 жезлов. Вроде бы дома у вас должно бы быть все хорошо. В семье должно быть все хорошо. Вот такое. Просто эта карта, она мне говорит об этом. Да, она мне говорит о том, что у вас сейчас в семье и дома все хорошо. Напишите мне, да, как это, да, правда или нет. Давайте, и хотя бы вы, давайте так скажем, вы надеетесь на налаживание отношений и в семье, и в доме вашем. И, не только в семье, но и с партнером. Это на ближайшее будущее. А на дальнее будущее... высшие силы говорят, да, это возможно, но тебе же все-таки нужно хотя бы лотерейку купить, да, потому что вы хотите выиграть в лотерею, а покупать лотерею не хотите, как говорится, да. Давайте так скажем. Кто на раскладе и из какой ситуации? На раскладе мужчина или женщина, у которой вроде бы есть надежды, что что-то стабилизируется, и в семье и в доме будет все хорошо. Но для этого каждому из них, и мужчине, и женщине, нужно приложить усилия, чтобы найти компромиссы со всеми львами, тиграми, демонами, бесами, конфликтами и душевными какими-то разногласиями. Это душевное разногласие или, может быть, правила игры душевные. И приложить усилия для того, чтобы в будущем вырос сад, который может называться личная жизнь, семья, отношения, и поймать те моменты счастья, к которым стремишься. Есть еще здесь на раскладе мужчина и женщина, которые ведут какую-то неравную игру в своих отношениях. Может быть, один больше вкладывает материально, другой эмоционально. Может быть, один материально, а другой сексуально. Не знаю, как здесь, да, потому что это все-таки общий расклад. Но и у мужчины, и у женщины здесь есть попытка примирения. Вот такое вот идет. Теперь давайте немножечко почитаем потоково из той ситуации, которую мы видим. Что чувствует к вам загаданный человек сегодня, прямо сейчас? Проверим рыцаря кубков, что чувствует загаданный к вам человек сегодня, прямо сейчас. Настройтесь на этого мужчину, на эту женщину, да, и мы сейчас посмотрим, что он к вам чувствует. Он чувствует ту игру, о которой я здесь говорил. То есть он чувствует, что вы играете в этих отношениях, но как минимум ему весело, он радуется, и ничего плохого в этих чувствах. То есть он чувствует, что эта игра может и должна бы продолжаться, должна была бы продолжаться. Окей. Хорошо, а на что он надеется тогда? Вот они надежды, на что он надеется. Он, она.
На что она надеется? На что она надеется? Ну, смотрите, здесь 8 мечей, но она надеется на то, чтобы освободиться от каких-то страхов и сомнений. То есть, как минимум, она надеется на свободу. Услышьте, да, вот здесь каждый услышит свою свободу. И она надеется на свободные отношения и на то, что в этих отношениях не будет страшно. Как минимум, она надеется на то, что если он рискнет или она рискнет, то не потеряет свободу. Не потеряет свободу. Хорошо. Хорошо. Смотрите, немножко про отношения сегодня пошло, но оно как бы в общем, да. Не что он думает, а вообще в отношениях. Хорошо. Давайте теперь вот из потока хочется спросить про эту силу. Получится ли вам укротить этого льва? Вам. Получится ли вам укротить этого льва? А надо ли вам его укрощать? Карта нейтральная, и здесь все зависит от эмоций, нужны они вам или нет. То есть, если вы будете укрощать этого льва, то, во-первых, карты вам говорят, а зачем тебе его укрощать, это раз. А во-вторых, эта карта говорит, это пресыщение, но это уже будет слишком, если вы будете его укрощать. Ну а следующая карта, которая идет за 4 кубков, это 5 кубков. А она говорит, а не хочешь ли ты познать печаль в процессе укрощения этого льва? Да, поэтому давайте так скажем, прежде чем укрощать этого льва, хорошо подумайте, оно вам надо или нет. Если вы в процессе познаете печаль, не удивляйтесь, но, может быть, на это у вас уйдет не одна попытка, не 2, не 3, не 4, и, может быть, даже и не 5. Да, но нужно ли вам это? Услышьте. То есть, эмоционально будет нелегко. Ну, и у каждого здесь на общем раскладе это свой лев, и кто этот лев для вас в этом раскладе, можете написать, потому что это могут быть и привычки, а может быть и партнер или партнерша. Да? Хорошо. 4 жезлов. Давайте спросим. Вот как далеко вы от счастья в вашем доме? Насколько вы далеко от счастья в вашем доме? Вот эта карта нам подскажет. Насколько вы далеко? Вы далеко от счастья в своем доме. Здесь, знаете как? Счастье в вашем доме зависит от вашего психоэмоционального состояния. Здесь 4 кубков. От женщины, которая рядом с вами. Опять-таки. От женщины, которая вас не отпускает. И от той игры, в которую с вами играет либо вот эта женщина, о которой я здесь говорю, да, либо мужчина. Также ваше счастье в доме может зависеть от женщины. Эта женщина ваша мама, бабушка, сестра. То есть от родовой программы по линии матери. Услышали? Хорошо. А если вот вы будете прилагать усилия, чтобы настроить счастье в доме, в личной жизни, сколько у вас времени уйдет на это? Давайте спросим, сколько времени уйдет на это? Смотрите, здесь паж жезлов. На это может уйти минимум 1 год. Вообще карта достаточно абстрактная, и все зависит здесь, в этой карте, не от времени, а от количества усилий и намерения, которые вы будете прилагать. Поэтому я вам так скажу, минимум год до счастья в личной жизни. Ну а вообще, чем больше сил и навыков, тем, в принципе, и быстрее. А вообще энергия мужская, и здесь мужчина работает, трудится, да, так вот над счастьем.
по сути, как бы мужские энергии вам в помощь. Поэтому, если вас ведет к этому мужчина, то есть через отношения с мужчиной вы выходите к семейному счастью, а также руны или руноставы с рунами Тивас, стрелочка, да, вперед, ну, просто стрелочка, Соло. Ну, и если о семейном счастье, я бы еще вам рекомендовал руну Кано. Все-таки. Вот оно как бы вот здесь не хватает этой руны. Она, Кано, здесь где-то вот фонит вот здесь фоном, да, ну там, где жезлы, здесь. Но ее не хватает, этой каны, какого-то знания. Вы ведь с книгой какой-то сидите, поэтому, ну, например, вы не знаете, какое это счастье, или в чем ваше счастье, или какой этот мужчина, какая это женщина, да. Ну, по сути, вам эти руны Кано, Соло и Тивас могут помочь. Да, потому что Кано, Соло и Тивас – это типично мужские руны и типично мужская энергия в них. Ну, окей. Какую игру ведет с вами загаданный человек, который испытывает к вам чувства? Какую игру ведет загаданный человек, который испытывает к вам чувства? А мы вот проверяем вот этого мужчину, ну, этого человека, да, там может быть и женщина, и вот эту вот игру. Какую игру? Ну, я так скажу. Игра эта, она справедливая. Это раз. Но этот человек ведет с вами такую игру, что он хочет вам навязать свой ритм. То есть, эта игра выгодна ему, потому что благодаря этой игре вы будете на одной волне и на одной частоте. И эта игра управляет по управлению, хотел сказать, да, по управлению вашим разумом. Он ведет такую игру, чтобы вас с одной стороны настроить на свою чистоту, а с другой стороны успокоить. И эта игра может касаться союза вашего. То есть он как бы склоняет этой игрой на свою сторону. И видите, он вроде бы как играет здесь какую-то спортивную игру, да, но он-то играет на бубне. А бубен – это всегда частота и связь с духами. Да? То есть, по сути, он ведет такую игру, где вас настраивает на свою частоту. Ну и хорошо, пусть настраивает. Хорошо это или плохо? Да не хорошо, не плохо, но ему важно здесь, да, чтобы вы его слышали, понимали и где-то соответствовали его миру, его чистоте. Частоте, не чистоте, а частоте. Окей. Чего боится человек, который идет к вам со стороны? Вот человек, который со стороны, а вот страхи его. Чего он боится, этот человек, идущий к вам со стороны? Давайте посмотрим, чего боится человек, идущий к вам со стороны. Боится он женщины, которая может им управлять. То есть он боится потерять власть, потерять контроль и потерять управление. То есть, по сути, этот человек боится втратити контроль, да? Потерять контроль. Ну и он может бояться женских энергий именно, да, то есть женских чар, например, или вообще женщин может бояться, особенно таких, знаете, властных, которые вот я вот так сказала, вот так оно будет. Как я сказала, так оно и будет. Ну, вот так. Хорошо, дальше идем. Я смотрю, здесь очень много сил. Вот здесь очень много сил. А здесь какая-то усталость. Какова истинная причина бессилия
вот здесь. Это может быть что угодно. И союз, и пара, и мужчина, и женщина. Почему есть бессилие? Да, вот такое вот. Откуда это бессилие? Ну, или почему все достало, да? Ну, потому что здесь нету почвы под ногами, потому что мужчина ненадежен. Возможно, мужчина не так богат, и мужчина не дает того, на что рассчитывал тот или иной партнер, да. То есть, ну, как минимум, почему вот здесь бессилие? Потому что у мужчины не так все хорошо, как хотелось бы. Нехорошо, может быть, идут дела, работа, бизнес, финансовый канал, финансовый поток. Поэтому, по сути, не очень хорошо, потому что почвы под ногами не хватает. И руна Феху здесь перевернутая. Да? Поэтому и не очень. Да? Хорошо, давайте теперь посмотрим. Истинная причина. Оп, выпадает карта, выпала на пол. Да? Не на пол, а вылетела. Истинная причина того, что на делах семейных и в доме не все так светло. Или истинная причина того, что Луна на доме, на семье, да, вот Луна на семейных делах. Истинная причина. Здесь дурак, здесь хаос. Ну, истинная причина прежде всего это безразличие, да. Ну, если это касается конкретно вас или конкретно того человека, от которого зависит эта семья. Это безразличие. Но здесь может быть и дух. Но учитывая то, что дух падает на Луну, то это, естественно, родовые программы матери, семейные родовые программы могут быть отца, здесь король Пентаклей, особенно если отец был Телец, Козерог и Дева. Ну, а мать здесь получается 18-й аркан. Это у нас Водолей. Да, Водолей здесь. Водолей и рыбы могут быть и рак, да. Поэтому, смотрите, истинная причина того, что на Луне, на семье Луна, извините, да, дурак. А это провидение духа, а все, что провидение духа, это все, что связано с высшими силами. Поэтому здесь какие-то энергии, связанные с родителями и с мамой, папой, да, с родом. Окей. Ну и еще я почему-то хотел бы сказать здесь Луна на семье, потому что, возможно, какие-то риски и неоправданные, непродуманные ходы, нелогичные ходы, ну и где-то, может быть, что-то есть неадекватное. Почему-то у меня такое ощущение. Хорошо. Какие шансы вам открывает в ближайшем будущем ваша судьба? Какие шансы вы получаете? Смотрите, работа, предложение, новости и дух. Да? И они, эти шансы скрытые, вы их не видите. Эти шансы стабилизируют вашу ситуацию. Какие шансы открывает вам судьба? Ну, во-первых, вы преодолеете какое-то сложное препятствие, отобьетесь от всех претензий в ваш адрес, то есть, как говорится, отмахаетесь от неудач, от неприятностей и сможете перейти на другой уровень. Ну, в чем? В том, что вы планировали, да, то есть вы сможете перейти на другой уровень своей самореализации, своего самопознания, своей осознанности. Ну и, например, если вы там планировали заработать 100, будете зарабатывать 200, да, условно говоря. Ну и где-то какой-то рискованный ход. Здесь есть риски в этой карте, и вот здесь есть риски, а вот здесь очень сильные риски, а здесь вообще какой-то неоправданный риск. То есть какой-то риск, вы рискнете где-то, и у вас этот риск будет оправдан в конечном итоге, и вы, может, не так пострадаете, как опасаетесь, да, то есть отделаетесь, так сказать, легким испугом. Хорошо. Давайте спросим. Вот просто возьмем и спросим. Смотрите, вот здесь есть рыцарь кубков, а вот здесь-то игра, да, и игра на бубне, и женщина какая-то. Вот спросим, а не колдует ли она на вас, например, да? Не колдовство ли это?
да, ну, для тех, кто хотел вот посмотреть магические моменты, да. Почему спрашиваю? Потому что здесь бубен, а здесь еще и королева жезлов рядом. Потому что если колдует, будем смотреть дальше, что там как. Развернем туда. Королева мечей. Не колдует ли она на вас? Потому что она же все-таки королева мечей, на всякий случай. Ну, давайте так скажем. Если эта женщина на работе достает вас своими заданиями, командами или работает с вами в какой-то команде, да, или эта женщина в треугольнике, тогда она может вам потенциально навязывать какой-то свой ритм, свою энергию. Да, если эта женщина, еще раз, на работе, в творчестве где-то и в треугольнике, ну, в классическом треугольнике отношений, тогда она может вам навязывать ритм. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, насколько это влияет и на что это влияет в вашей жизни. Да? Вот на что это влияет и насколько. То на что это влияет? Влияет это, опять-таки, на отношения в треугольнике и насколько это влияет на ваш финансовый канал и на ваши чувства, и на движение вашего финансового канала, и на то, как движутся ваши чувства, да, в отношениях. Вот и все. Хорошо, а насколько это влияет на мужчину? Давайте спросим. Насколько это влияет на мужчину? Ну, здесь двойка мечей. Это мужчину сковывает, ограничивает и, может быть, даже останавливает его финансовый канал. И если эта женщина вдруг каким-то образом заинтересована, чтобы финансы из его, условно говоря, канала попадали в ее озеро там, или в ее море, то оно, наверное, так и происходит. Ну, как минимум, она влияет таким образом на этого мужчину, что блокирует его действия и его финканал. Хорошо. А какая неожиданная радость идет в вашу жизнь совсем-совсем внезапно, да? А это тайна. Но смотрите, радость это связано с магией и с той тайной, которую вы хотите открыть для себя. Поэтому все зависит от того, какую тайну вы хотите открыть, ну и с какой магией вы хотите связаться или наоборот развязаться, да, как говорится. У каждого в общем раскладе это своя тайна, своя магия. Но учитывая то, что я здесь вижу, как минимум неплохо выпадает в плане того, что я вижу здесь, помните, я говорил о какой-то ситуации с вашим, родовой какой-то программой. Так вот, родовая программа по линии матери для вас будет открыта, и все проблемы, связанные с ней, будут решены. И это для вас сейчас хорошая новость или хорошая тайна, да, или хорошая неожиданность. Поэтому вы как минимум, в своей личной жизни избавитесь от негативных родовых программ. И если на вас вдруг магичит какая-то женщина, о которой мы прямо или косвенно упоминаем по вот этим двум картам, да, вот этим двум картам вот здесь, то, соответственно, это будет снято с вас. Например, и снятие, да, этого блока позволит вам, вашему мужчине или вам лично, да, разблокировать свой финансовый канал, его финансовый канал, то есть как бы наладить свою личную жизнь, отношения в семье или там, где вы их пытаетесь выстраивать. Хорошо, хорошо. Что ждет вас на том берегу? Представьте себе, что есть некий второй берег, куда-то вы идете, но вас туда не пускает почему-то пока что, да, но вы можете туда попасть, мы уже определились, да, что у вас такой шанс есть туда попасть. Так вот, что вас там ждет? Что вас там ждет? А ждут вас там тревоги, поэтому не думайте, что если вы прям туда попадете так резко, как вы хотите, что там будет все спокойно. Нет, спокойно там не будет, поэтому туда, куда вы пытаетесь попасть такими усилиями, да, то там будет неспокойно, тревожно. Давайте спросим, а почему вот там будет так тревожно? Причина.
Потому что там будет реально нелегко, и вам придется и попахать, и как минимум, ну, например, если вы рассчитываете на облегчение физической работы или своей судьбы на облегчение, намного легче там не будет. Даже если вы откорректируете эту, допустим, какую-то свою родовую программу по линии матери, допустим, да, о которой мы тут говорим, то сразу легко не будет. То есть у вас адаптация будет происходить как минимум еще определенный период. И вам будет казаться, что это должно произойти мгновенно, легко, а оно легко сразу не будет получаться. Поэтому у вас на это уйдет не меньше года. Поэтому не торопитесь, ситуация резко в лучшую сторону не изменится. Почему? Потому что перестраивание родовых программ и последствия развязки кармических узлов, они не мгновенно происходят. Вот представьте себе, вас зацепили за руку, подвесили, например, да, и вы висите за руку, минуту висите, 2-3, или всю жизнь, например, провисели за руку. Потом вы сняли эту петельку, и что вы смотрите на руку, что вы там видите, представляете, да? Так вот, чтобы то, что вы видели, сошло, для этого нужно время, пропорционально тому времени, сколько времени вы провисели. Услышали? Хорошо. Какая новая судьба вас ждет? Новая судьба. После того, как вы сбросите этот груз. Смотрите, ждет справедливость. То есть, смотрите, ждет партнерство. Это партнерство. И, во-первых, ваш партнер будет по отношению к вам справедливо относиться, вы по отношению к нему. Это может быть и замужество, в том числе и женитьба. То есть вы можете найти себе вторую половину для официальных отношений, но и ваши враги, и те, кто причинял вам какую-то боль, страдания, они ответят по заслугам. Хорошо, то есть все будет по справедливости. То есть вас ждет справедливое будущее, да, о котором вы мечтаете. Давайте теперь спросим, в чем суть справедливости? Суть справедливости в реализации ваших планов, в достижении ваших планов прежде всего, в активном движении и в изменении вашей позиции по отношению к вашим партнерам, прежде всего вашему партнеру, и по отношению к вашим врагам. Вы сможете и переехать, и поменять свою жизнь, и наладить свою жизнь, изменив ее в лучшую сторону. И вы сможете поменять свою жизнь таким образом, да, что вы не будете при этом, напрягать себя так сильно, насколько вы напрягались по десятке жезлов. То есть изменение вашей жизни уже будет происходить, больше по вашей воле, и в меньшей степени на вашу жизнь будут менять те люди, которые влияли когда-то и влияли особенно негативно. Да. Давайте посмотрим, от чего стоит опасаться. Мы видим вот этот треугольник здесь, да, здесь опасности некие, трудности, а здесь у нас прямо тревога, а здесь движение, да. Чего стоит опасаться на своем пути, на новом, который открывается вам? Опасайтесь, берегите здоровье прежде всего и опасайтесь финансовых потерь, больших финансовых потерь. И нужно опасаться одиночного пути. То есть вам, если двигаться по новому пути, вам лучше двигаться в паре, не одному человеку. То есть вам нужно опасаться одиночных рисков, и у вас должно быть, вы должны быть подстрахованы кем-то или чем-то. То есть должен быть, как у каскадера, да, дублер. У каскадеров есть дублеры, да, а у актеров, это и есть каскадер, и есть дублер, да, то есть вот так. Хорошо. Каких успехов вы можете добиться на работе? Именно на работе, и в творческом своем развитии. У вас успехи, знаете, в чем? 8 кубков. Вам придется заниматься каким-то новым делом. То есть вы смените
свое предназначение, да, вот свою самореализацию. То есть поменяете работу, поменяете направление в бизнесе. То есть в своем саморазвитии вы достигнете успехов тогда, когда поменяете направление самореализации и на работе, и в своей творческой жизни. Какие перемены вас ждут в треугольнике в отношениях? Перемены в треугольнике и в отношениях. Шестерка жезлов, вас ждет успех. Поэтому, если вы хотите бросить треугольник сейчас, не бросайте его сейчас, пока позанимаетесь своим треугольником. Возможно, вы там еще и добьетесь своих успехов, да, как говорится. То есть не время выскакивать из треугольника. То есть чего ждет? Что вас ждет в треугольнике? Успех. Шестерка жезлов. На что вы скоро откроете глаза, и, возможно, примете как неизбежное. Смотрите, вы примете как неизбежное то, что вы пока что в одиночестве находитесь, да, то есть вы с этим смиритесь, да, но вы откроете глаза на какую-то мудрость, и в этом одиночестве вы найдете тот ресурс, который поможет вам двигаться дальше к тем целям и направлениям, на которых вы, возможно, и сосредоточитесь, когда будете, усамітнені, да, в одиночестве или уединенные. Когда вы уединитесь, вы откроете глаза на ту мудрость, которая будет, скорее всего, вам инсайтом. То есть вы откроете глаза на инсайт, который поведет вас, и решению этих проблем со жрицами разного рода, да, но этот же инсайт, он и будет этим для вас, этой информацией, которая идет в этой жрице, да. Хорошо. А какая тайна придет во время инсайта? Тайна о чем? Четверка пентаклей. Да, как не потерять то, что у вас уже есть. Да. Нет, как добиться того, к чему стремишься, но никак не можешь получить. Как добиться того, что постоянно ускользает из рук. И как открыть свой финансовый канал, который застопорился. А также тайна, как отпустить то, что блокирует вашу жизнь, ваш финансовый канал и блокирует ваши достижения. И как открыть в себе такой потенциал, на который вы даже еще и не рассчитывали. Интересно, да? Много приходит по этой карте. Сегодня в этой комбинации. Ваша цель на ближайшее будущее. Какая она? Откорректировать свою судьбу, свою родовую программу, получить результат, заглянуть в голубые глаза судьбе и получить и развить успех до такой степени, чтобы ваш финансовый канал был умножен как минимум давайте скажем, в 3 раза, а лучше и в 10 раз, потому что здесь десятка. Как минимум, да, то есть какая цель? Поменяв судьбу или скорректировав родовую программу, умножить и развить свой финансовый канал, то есть стать богаче в разы. Минимально в 3 раза. Хорошо, давайте посмотрим. Вот здесь пятерка пентаклей, да? Почему она здесь лежит? Потому что сколько бы ни лежала у вас пятерка пентаклей возле тревожной цели, возле колеса фортуны, пятерка пентаклей всегда о потерях. Но эта карта здесь лежит для того, чтобы эта карта сказала о том, что через 2 дня в вашей судьбе начнутся те самые неожиданные изменения к лучшему, где десятка и двойка, аркан висящий, это говорит о том, что то, что затянулось, сорвется с мертвой точки, с зависшей точки, и вы, избавившись от того, что вас останавливало, уверенно, смело и эффективно ворветесь в свою новую реальность, умножая свой финансовый канал, свое здоровье, свое партнерство, свое саморазвитие и успех сначала в 2 раза, а потом потихонечку, заглядывая в голубые глаза колеса фортуны, умножите свой успех в 10 раз. Лично я в этом в вас ни на секунду
не сомневаюсь. Побачимось. Па-па.